Я ему говорила, типа, ты меня любишь? А он типа, посмотри, пожалуйста, ты мне ничего не расцарапала. У него, видимо, жена есть. Чувак молодой? Ну, 40 лет. Он очень похож на Олега Дерипаску. Для меня идеал это Олег Дерипаска. Деньги ты отдал? Он мне сейчас 150 тысяч на карту перевел. А ты не можешь сказать, что ты не будешь ездить за такие маленькие бюджеты? Ты видела свой возраст, свою внешность? Не знаю, почему так мало. Потому что очень много человек, которые стоят за мной. Потому что я-то маленькая, и немногие согласятся со мной работать. На момент этого разговора Лизе 15 лет, она учится в 9 классе, а ее подруге Ире 18. В 2019 году в России возбудили уголовное дело по статье об организации занятия проституцией с использованием несовершеннолетних. Одним из обвиняемых был сутенер Максим Никозырев. Мы их называем 5-1-6-1. Вот. Это особо ценный товар. Ищется девушка, 15-16 лет, она должна быть чистая, незасвеченная, разумеется, девственница. После чего эту девушку знакомят с виповским клиентом. Виповский клиент, как правило, миллиардер. Фамилию одного из этих миллиардеров вы наверняка знаете. В этом уголовном деле десятки томов и больше 30 эпизодов привлечения несовершеннолетних к проституции. Журналисты важных историй верстки изучили материалы дела, поговорили с сутенерами и самими девушками и выяснили, как была устроена сеть по продаже секса с подростками. В этом видео рассказывается о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, в описании есть ссылки на ресурсы, куда можно обратиться за помощью. Имена и голоса некоторых героев изменены в целях их безопасности. Ира и Лиза выросли в Ижевске, обе в небогатых семьях. Вот что рассказывала мама Иры на одном из допросов. Мы постоянно нуждались в деньгах. Когда дочь стала постарше, она жаловалась мне на то, что у одноклассников есть мобильные телефоны, а у нее нет. В 17 лет Ира наткнулась на рекламу о наборе девочек в модельное агентство для оказания эскорт-услуг. В материалах дела есть список ее первых клиентов, составленный самой девушкой. Параллельно в Телеграме Ира познакомилась с Максимом Никозыревым, безумным Максом, как его называли знакомые, за постоянные драки и буйный характер. Он принимал участие в обеих чеченских кампаниях, был контужен, неоднократно судим за грабеж и разбой, а в 2019-м занимался поиском несовершеннолетних девушек для занятия проституцией. Никозырев предлагал Иру топовым клиентам, но получал один ответ – засвечена. Засвеченная девушка – это девушка, которая где-то уже через какого-то менеджера или скаута уже участвовала в подпольной деятельности в плане интима. И поэтому они были интересны этим богатым людям. После этого безумный Макс стал продавать Иру клиентам попроще. Когда девушка отказалась ехать к очередному из них, сутенер стал угрожать ей чеченцами, которые расправятся с ее матерью, если Ира не продолжит работать. А позже Никозырев потребовал, чтобы девушка привела в бизнес кого-то из своих несовершеннолетних подруг. Тогда Ира предложила 15-летней Лизе сходить выпить кофе. На встрече Ира рассказала, что ездила к мужчинам, и те давали ей деньги за секс. Показала красивые вещи. Сказала, что это все подарили мужчины. Ну, то есть тебе понравилось, да? Нет, я интересовала. Заинтересовало. А из-за чего тебя заинтересовало? Ну, из-за того, что большие деньги, из-за того, что очень хотела съездить в Москву, чтобы открыть свой бизнес. Вскоре Лиза сообщила подруге, что хочет попробовать. Ира приехала к ней домой, где они сняли видео для будущих клиентов. На жаргоне сутенеров – проходку. А вы там что-то делаете на видео, да? Да, нужно пройтись. Ну, пройтись как? Купальники. Видео с Лизой Ира отправила безумному Максу Никозыреву. Вскоре нашелся и первый клиент. Я понравилась одному мужчине, который впоследствии оказался Олегом Дерипаско. Олегом Дерипаско? Да. А кто это такой? Это известный миллиардер. А почему ранее перед допросом о нем не сообщали? Потому что я переживала за свою семью. Потому что это очень влиятельный человек. Дерипаска, вот он приезжает в Москву на 3 дня, значит, каждый день должна быть новая девочка. Никозырев купил Лизе билеты в Москву. Родителям она сказала, что едет на фотосессию. Раньше девятиклассница снималась в рекламе одежды в Ижевске. В столице школьница встретилась с безумным Максом и его девушкой Анастасией Якушевой. Они вселяли в доверие, обращались ко мне ласково, называли зайчик котик. Анастасия мне сказала, что надо будет подъехать в больницу, где меня осмотрят, проверят на невинность.
Когда мы поехали в больницу, мне уже стало страшно. Я поняла, что все зашло слишком далеко, я контролировала ситуацию. Они угрожали, что если я не поеду, то у меня будут проблемы. Они выложат фотку, группу в Телеграме. Под названием, РШ. что это значит? Не знаю. РШ – это рынок шкур, сеть каналов в соцсетях, где публикуют личные данные девушек, оказывающих сексуальные услуги. По сути, доска позора. Ну, в общем, мне в любом случае нужно было ехать. Тебя принуждали, что ли? Ты не могла взять и уехать просто? Ну, потому что мне придется ту сумму, которую должен был заработать Максим и Анастасия, заплатить самой. После осмотра в больнице Лизу забрал водитель на серой Ауди и повез за город. Там большая территория была, большой частный дом. Меня встретила женщина, которая отвела меня в комнату, накормила и уложила спать. Потом меня разбудил Дерипаска, и с ним у меня был половак. Так, у вас что был половак? А в какой форме? Естественно, А вы понимаете, что такое в естественной форме? из-за смещения. Так Лиза лишилась девственности. Тем же вечером ее привезли к Дерипаске уже в московский дом, а на следующий день к нему в поместье в Краснодарском крае. За 3 встречи с 15-летней школьницей 51-летний Дерипаска заплатил сутенерам не менее 1 миллиона 300 тысяч рублей, из которых Лизе досталось 450 тысяч. Дерипаска также подарил школьнице MacBook, часы Apple Watch, бриллиантовую подвеску и билет в Большой театр на оперу «Кармен». Подвеску забрали сутенеры, чтобы родители не заподозрили что-то неладное. Часы Лиза продала. Носила неделю, можно сказать, новые. Заходите в профиль, там фирменные вещи. На условиях анонимности мы поговорили еще с одной девушкой, которая утверждает, что тоже спала с Дерипаской, будучи несовершеннолетней. Он мне сказал, что он не педофил. Ни в коем случае. Была какая-то неприятная ситуация с какой-то взрослой девушкой, где она что-то очень много плохого ему сделала. И что он берет маленьких девочек, совершеннолетних или почти совершеннолетних, чисто по принципу, чтобы не навредили. Ну типа, они обычно не очень понимают контекст, и даже если хотят навредить, сильно не могут. С Лизой, которую Дерипаска лишил девственности, олигарх больше не встречался. Потенциальная содержанка, если бы не ее поведение, Олег бы, как Дерипаска, изначально того она не подразумевалась, он бы ее стал содержать, но так как она стала слишком много гулять, все узнал, у меня просто ответ уже несколько лет дальше продолжать. Все узналось после того, как сутенеры сами стали предлагать Лизу другим клиентам, и это дошло до менеджеров Дерипаски. За знакомство с миллиардерами вроде него отвечала Светлана Титова. В нулевые в родной Мордовии она занималась организацией конкурсов красоты и фотосессий для школьниц и студенток. Переехав в Москву в 2010-м, Титова стала устраивать кастинги якобы для модельных агентств. Так она искала девушек для занятий проституцией. Я никаких проституток никогда никому не искала, потому что людям того уровня не нужен автомобиль с пробегом. Ну, представляете, они где-то собрались на вечеринку, он приходит со своей девушкой, а ему друзья говорят: «Ой, а я твою уже ебал, и я твою ебал, и я». Следующего клиента для 15-летней Лизы, о котором известно следствию, сутенеры нашли через месяц после встречи с Дерипаской. Есть человек, который заинтересован в том, чтобы со мной провести время. А время в каком плане? Как провести? Заняться любовью. Любовью нет такого понятия. Хотел девственницу? Очередным клиентом Лизы стал бизнесмен из Петербурга Александр Усов. Его состояние в 2019 году оценивалось почти в 5,5 миллиардов рублей. Усов был бизнес-партнером семьи экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и совладельцем промышленной группы «Союз». В ее состав входит бывшая спичечная фабрика, за что Усов и получил кличку «Спичечный король». Этот человек, он берет любую девочку за 150 тысяч рублей, но если девочка целая, девственница, то она сразу повышает цену свыше 300, 300 и выше. Девственниц в переписках и разговорах сутенеры называли ноликами. Цена за них могла доходить до 1 миллиона рублей. Лизу продавали Усову именно как нолик, но для этого нужно было как-то изготовить девственницу из недевственницы.
Мне щиплет. Это норма? Как будто солью на рану посыпали. О боже. Мне страшно. Мне больно. Что делать? Такое сообщение Лиза отправила одной из сутенерш из квартиры, где ждала прихода спичечного короля Усова. Не переживай, там просто узко становится. Котик, потерпи, дома все вымоем. Но это точно не вредно. Чтобы сымитировать девственность, перед встречей с клиентами сутенеры давали девушкам препараты для сужения влагалища и шприцы. Шприцы зачем? У них была красная жидкость, чтобы она выливалась в вену. Сутенеры называли это заправкой. К таким приемам прибегали постоянно. А еще учили играть потерю девственности. Например, 51-летняя Титова отправляла такие инструкции. Сжимать ноги, вздрагивать от прикосновения, иногда отталкивать, защищаться, потом успокаиваться. Говори, что хочешь переехать в Европу, там продолжить образование, строить карьеру. К фейковой девственности прилагались и фейковые документы. Например, та же справка о невинности. Сутенеры подделывали девушкам и копии паспортов. В некоторых случаях возраст в паспорте занижали, чтобы продать подороже. А спичечный король Усов, наоборот, требовал, чтобы на бумаге девушке было не менее 18, вне зависимости от того, сколько ей на самом деле. За половой акт в естественной и оральной форме с 15-летней Лизой бизнесмен, которому на тот момент было 50, заплатил 300 тысяч рублей. 250 из них забрали себе сутенеры. На следующий день Лиза вернулась в родной Ижевск. В аэропорту ее встречала семья – мама, папа и младший брат. За полгода до этого Лизу привела в проституцию ее подруга Ира. Теперь сутенеры предложили уже самой Лизе найти новую девушку, чтобы получать процент с прибыли. И Лиза связалась со своей подругой Катей. От чего-то ты можешь отказаться. Вообще заранее обговаривается только защита или не защита. Тогда, конечно, защита. Нет, у тебя без защиты будет. А может, у него хламидии какие-нибудь? Ты чё, блядь? Это настолько богатые люди, у которых просто не может быть болезней. Это они тебя бояться могут. На момент разговора Кате, как и Лизе, было 15 лет. К работе она собиралась приступить через несколько месяцев. А пока что школьницы строили бизнес-планы. Смотри, я буду каждый месяц отправлять девочку в Дубай. Давай под шумок там модельное какое-нибудь подпольное откроем. Да просто через знакомых. Звонить напрямую в Дубай и сказать им то, что вот, готовы вам поставлять шлюх. У вас будут шлюхи, а у нас будут деньги ваши. Короче, мы пробьемся в жизни. У меня прям такой свет появился в голове. Я не считаю, что быть проституткой – это плохо. Я ведь не собираюсь этим всю свою жизнь заниматься. Тогда у тебя есть башка на плечах. Нам с тобой нужно крутиться и вертеться в жизни, чтобы вылезти из этой жопы. В конце ноября 2019-го Лиза полетела в Петербург на вторую встречу со спичечным королем Александром Усовым. В квартиру поехали куда-то, нет? Заехала в магазин, где рядом находилось кафе. А что за магазин-то был? Перед встречей с Усовым Лиза, одетая в норковую шубу и с сумкой Луи Виттон, зашла в один из секс-шопов. Там она по списку купила все, о чем ее попросили сутенеры. Спичечный король повез Лизу на своем Бентли на охотничью базу «Дружба» в Ленинградской области. Ночью туда нагрянула полиция. При задержании полицейские сфотографировали сумку Лизы. В ней были анальная пробка, обертка от конфеты, тест на беременность с отрицательным результатом, смазка и обезболивающие таблетки, а также карта школьника, копия паспорта с исправленной датой рождения и закладка для учебника «Русский язык 9 класс». Так, 28 февраля 2020 года, значит, время в Ижевске 18 часов 18 минут. Сейчас успокоится у нас потерпевший. Вот, видеозапись приостанавливается. Спичечный король Усов на допросах все отрицал и повторял, что Лиза выглядит старше своих лет. Экспертиза доказала, что у него был половой акт со школьницей. Не дожидаясь обвинений, Усов сбежал в Австрию. Был объявлен в международный розыск, но добился отказа в экстрадиции в Россию. Сутенерша Светлана Титова, так же как и Усов, успела эмигрировать в Австрию до объявления приговора, по которому заочно получила 6 лет. Выдавать ее России австрийские власти тоже отказались. Сейчас она, по ее словам, зарабатывает продажей собственных картин. Я помогала девочкам из бедных семей. Знакомила их с обеспеченными мужчинами, если они сами просили.
А деньги даются по-любому, даже если девочка просто пришла поужинать в ресторане. Мужчина дает что-то девочке, часть отдает менеджерам. В июне 2022 года сутенера Максима Некозырева приговорили к 6 годам колонии по 3 статьям, связанным с привлечением несовершеннолетних к проституции. Из колонии он почти сразу отправился на войну в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Помогите нам с помповыми ружьями, гладкоствольные дробовики. Пойдет любое говно. А уже летом 23-го безумный Макс вернулся, контуженный, но помилованный и с наградой. Согласно нашим источникам, Некозырев снова ищет моделей для знакомств с обеспеченными мужчинами. Когда материалы дела передали в прокуратуру для обвинительного заключения, фамилия Дерипаски, состояние которого в 2025 году превысило $4 миллиарда, оттуда просто исчезла. И Дерипаска, и его помощники железобетонно знают, сколько нам лет. Менеджеры смотрят документы девушек, а сам олигарх знает, потому что он планомерно записывает девочек в университеты. Если ты понравилась Олегу, будь уверена, что ты будешь учиться в университете. В основном он подталкивает школьниц к поступлению на юридические факультеты, чтобы они получали образование судей. Когда одна из девушек хотела уйти из навязанного Дерипаской вуза, он сказал, что ему тупые шлюхи не нужны. Лиза участвовала в конкурсах красоты и пыталась вести Инстаграм про выпечку. А в последнее время, судя по соцсетям, стала часто ездить в Дубай. Вернулась ли Лиза к работе в эскорте, неизвестно. Комментировать уголовное дело она отказалась, со словами «Вы и так все знаете». Это были важные истории. Помогите нам и дальше делать расследование о том, что на самом деле происходит в России. Становитесь нашими спонсорами здесь, на YouTube, или выберите другой удобный для вас способ в описании к этому видео. И обязательно расскажите о нас своим друзьям и близким. Нам ценна любая ваша поддержка, ведь важные истории сами себя не расскажут.